Многие предприниматели в шоке от изменений, которые ввела компания Apple, потому что теперь владельцы айфонов платят на 30% больше за рекламу в Instagram по кнопке «Продвигать». Для владельцев Android ничего не поменялось, но давайте разберемся, что же делать тем, у кого iPhone, не менять же его на Android. Сбор Apple можно обойти, главное понимать, за что его снимают. Как раз об этом я рассказала в своем предыдущем видео, поэтому если пропустили, обязательно посмотрите. А в этом видео я хочу поделиться с вами двумя приложениями, которые помогут вам с телефона настраивать рекламу и при этом не платить сбор Apple 30%. Меня зовут Галина Горбань, я уже более 7 лет настраиваю таргетированную рекламу, очень люблю разбираться со всякими блокировками, со всем, что люди насоздают себе на Фейсбуке, и помогаю вернуть рекламные функции, у кого они заблокированы. Поэтому, если у вас сложность какая-то возникла с рекламой, то вы можете ко мне записаться на консультацию по ссылке, которая есть под видео. Итак, что это за два приложения? Не переживайте, это два приложения, которые разработала компания Meta, то есть это официальные приложения, но в отличие от приложения Instagram и Facebook, которые есть у вас на телефоне, эти два другие приложения тоже подходят для рекламы, но при этом, если вы будете рекламу через них настраивать, то сбора Apple пока не будет. Поэтому пока можно воспользоваться такой возможностью из телефона дальше продолжить настраивать рекламу. Единственный нюанс, на который хочу обратить внимание, для того, чтобы у вас точно все получилось, то вам нужно как минимум разобраться, куда идет реклама. Это самая большая проблема, потому что все думают, что если они нажимают на кнопку «Продвигать», то вот они только там и видят эту рекламу. Но на самом деле создается отдельный рекламный кабинет, куда идет это продвижение постов. И если вы не связали свой Instagram со своим Фейсбуком, то, возможно, у вас создался невидимый рекламный аккаунт. И если это невидимый рекламный аккаунт, то, конечно, будет проблема, может не получиться. То есть вы не увидите это все в приложении, которое я вам скажу. А если вы разобрались, куда идет, то, конечно же, у вас все получится. Ну, по крайней мере, стоит попробовать скачать эти приложения и заглянуть. Давайте по порядку. Первое приложение – это Meta Business Suite. Это шикарное приложение для владельцев бизнеса, особенно для тех, кто пропускает комментарии, сообщения. Вот там вот все видно. То есть это приложение, которое объединило Instagram, Facebook, все комментарии, мессенджер, директ, и вы можете прямо из него отвечать на запросы людям в директ. Можно планировать публикации, ну и, конечно же, можно продвигать ваши публикации и не платить сбор Apple. Выполняете все, в принципе, стандартно. Просто заходите в это приложение, находите нужную публикацию и нажимаете на кнопку «Продвигать вашу публикацию». То есть запускаете эту публикацию в рекламу. Единственный нюанс, очень важно понимать, куда реклама пойдет. То есть обязательно проверить и посмотреть, куда пошла реклама, потому что бывает, что это приложение дает сбой, пишет, например, произошла ошибка, вы начнете второй раз клацать, и вы запустите рекламу 2 раза, только из-за того, что вы не посмотрели, куда же она пошла, запустилась или не запустилась. Сбоя может не быть, может быть все очень хорошо, вы увидите, что реклама запустилась, и не будете несколько раз тыкать, но если произошла ошибка, то не спешите повторно запускать рекламу, потому что запустите несколько раз, и, соответственно, денег будет списываться с вас в 2 раза больше. Прежде чем перейду я ко второму приложению, хочу вас побудить разобраться. Один раз взять и разобраться, что у вас на Facebook, что у вас за страницы, что у вас за рекламные аккаунты, как это все связано, как это все работает, для того, чтобы вы раз разобрались, поняли, что вам делать, и такие ситуации, как 30% сбор или еще какие-то блокировки или еще что-то, чтобы оно у вас не вызывало какой-то дискомфорт, или чтобы вы без страха использовали приложение от Meta просто другое, дальше продолжали настраивать рекламу, и при этом вы не боялись, что вы делаете что-то не так, или вы забудете что-то отключить. Поэтому, если вы хотите раз разобраться, приходите ко мне на онлайн-консультацию, мы с вами вместе сядем, заглянем в ваш Facebook, все, что у вас там происходит, я все вам покажу, объясню, и вы сможете потом полноценно пользоваться разными функциями, экономить на сборе от компании Apple. То есть 30% точно не будете платить, и я покажу, как это делать максимально комфортно, чтобы дальше продолжать продвигать посты просто с айфона. Теперь давайте перейдем ко второму приложению. Это приложение Ads Manager. Это приложение, которое тоже можно скачать через App Store и настраивать через него рекламу. Единственный нюанс,
что здесь вы не можете продвинуть пост. То есть здесь идет уже просто настройка рекламы, которая будет показываться в Instagram, но немножко другим методом. И в чем еще плюс этого приложения, что если вы понимаете, в какой рекламный кабинет у вас идет продвижение постов, и вы, например, через Meta Business Suite запустили продвижение постов привычным достаточно способом, оно очень похоже выглядит, как в Инстаграме, и потом вы можете зайти во второе приложение, в Meta Ads Manager, и посмотреть в вашем рекламном кабинете, пошла реклама или не пошла. И вы, соответственно, будете уже видеть, расходуются средства или нет, сколько раз вы запустили рекламу, один или несколько раз. Но для этого, еще раз повторюсь, важно понимать, что у вас есть рекламный кабинет, и что в этот рекламный кабинет идет продвижение постов. Если вдруг у вас рекламный кабинет в Ads Manager один, а продвижение постов идет, но вы не видите через Ads Manager это продвижение постов, то, скорее всего, у вас создался невидимый рекламный аккаунт. Это все можно переподключить для того, чтобы вы все видели, потому что невидимый рекламный аккаунт – это плохо, это создаст вам проблему. Если вы хотите не платить больше за рекламу, то, соответственно, будет такой дискомфорт, потому что есть еще один способ, как избежать 30%. Как по мне, он самый комфортный, потому что вам нужно будет один раз зайти с компьютера, а потом дальше заходить и продвигать с телефона, как вы делали это раньше. Но об этом способе я расскажу в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на мой канал для того, чтобы не пропускать полезные видео о продвижении и рекламе в Instagram. И помните, что метод тыка – это не самый хороший метод, не самая хорошая стратегия, если у вас в планах рост, в планах повышения продаж, подписчиков в рекламе. Я рекомендую разбираться каждому предпринимателю.